Василиса Ветрова. «Тонкая грань». Текст читает Дементьев Илья. «Нет киборгам Антихриста! Нет бездушному отродью!» — надрывалась толпа. Обычное начало рабочего утра. Покровский притормозил перед воротами, ожидая, пока датчики считают чип-идентификатор машины. Воспользовавшись заминкой, профессор опустил стекло и взглянул на митингующих сквозь скан-очки. Почти все оказались модификантами. У мужчины с плакатом вообще четверть мозга занимал нейроимплант. Душу потерять не боялся, значит, когда мозги апгрейдил. Так чего орать? Наконец, ворота дрогнули и поползли в стороны. Покровский въехал на территорию научного комплекса. В любом случае, сегодня все закончится. Перенесут сознание Штайнберга в андроида и заткнут глотку всем этим приспешникам религиозных культов. «Видели?» — кивнул спецназовец, дежуривший у входа. «Сегодня их в 2 раза больше стало». Ученый подождал, пока пропускная рамка считает показатели идентификатора личности и загрузит обновленные коды доступа. Покровский Александр Викторович. Личный код 9916. Вы авторизованы, сообщил тихий голос в клипсе наушника. Стеклопластиковые двери разъехались, повинуясь взмаху руки. Я вообще удивляюсь, как эти религиозные предрассудки дожили до нашего века. Неужели люди настолько тупы? На ходу пробормотал профессор. Охранник поджал губы и отвернулся к дверям. И этот туда же, огорчился ученый. 23 век. Высокие технологии, а копнешь поглубже, так те же тараканы. В операционном блоке все было готово. Над капсулой с андроидом переговаривались технические специалисты, а медики в очередной раз проверяли системы жизнеобеспечения биоложа, которая пока пустовала. Вся исследовательская группа стоит на ушах, а Штайнберг опаздывает. Что взять со взбалмошного миллиардера? И не скажешь ничего. Контрольный пакет акций корпорации «Бионика» и полное финансирование проекта «Новая жизнь». Молиться, что ли, теперь на него? А почему, собственно, нет? Он-то и принесет человечеству бессмертие в цифре. Официально. Только наивный обыватель мог полагать, что первый эксперимент по переносу сознания сразу опробуют на миллиардере. Еще до получения сертификата на проведение исследований группа Покровского оцифровала 5 человек. И это если считать только тех, у кого не выявили повреждения личности. Потом их еще год мурыжили всякими тестами на сохранение стабильности. К тому времени профессор уже тошнило от проклятого корабля. Но, к сожалению, нейтральные воды — лучшее место для исследований, запрещенных законом. Наверное, пришлось бы проторчать там еще лет 10, если бы Штайнбергу не приспичило. Врачи давали ему не больше года. Чтобы выбить резолюцию на снятие ограничений, бизнесмену хватило 2 месяцев. В тот день личный фалькон миллиардера совершил посадку на платформе корабля. «Собирайте вещички, профессор», — заявил он, едва перешагнув порог лаборатории. «Я достал вам путевку на родину. Вы, наверное, скучали по России. Я выбрал эту страну специально для вас». Покровский до сих пор думал, была ли эта фраза шуткой, или Штайнберг действительно мог выбить сертификацию в любой стране. Вообще, за 150 лет можно накопить порядочно связи и опыта, не говоря уже о деньгах. Так что сегодня рекламная акция. Уже готовы 1000 андроидов для следующих желающих. Штайнберг собирался поставить дело на поток. На плечо профессора легла прохладная рука. «О чем задумались, док?» «О вашем бессмертии», — проворчал застигнутый врасплох Покровский. «Занимайте биоложе». Штайнберга уложили в капсулу и приготовили к процедуре сканирования мозга. Покровский вспомнил, как в фильмах его молодости сознание человека загружали на флешку или в компьютер. Сейчас это кажется смешным. Коллеги-программисты провалили свою задачу, потому что хотели оцифровать мозг. А Покровский решил вопрос как физиолог, не пытаясь втиснуть человеческий разум
в сочетании нулей и единиц. Что есть личность, память, сознание, совокупность нейронных связей в мозгу? А привычки и поведенческие рефлексы — это наиболее часто используемые связи. Профессор просто воссоздал 3D-структуру мозга, но в другом материале. Графеновые нейроволокна проводили импульс даже быстрее органических. В уже готовом синтетическом мозгу связи нейронов можно было строить под действием магнитного поля, построить структуру, идентичную мозгу подопытного, задать приоритетное распространение импульса по определенным путям и пустить ток. Дальше, уже под действием собственных электромагнитных импульсов, будут формироваться новые нейронные связи. Запоминание и обработка информации, создание ассоциативных рядов. Вот он, венец эволюции, человеческий мозг, увековеченный его же руками. Покровский усмехнулся. Это на словах так просто. А на деле более 100 вариантов конфигурации нейроволокон. Годы на разработку магнитного манипулятора высочайшей точности. И десятки взбесившихся андроидов, с которыми поди пойми, что пошло не так. Штаб биологов, инженеров, программистов и прочих специалистов, работающих на стыке физиологии и кибернетики. Вся эта каша варилась каких-то 30 лет на минус 10-м этаже лаборатории бионика. А когда дело дошло до переноса сознания, и вовсе переехало на исследовательское судно. Профессор посмотрел на Штайнберга. Пациента практически не было видно из-за нависших над биоложем сканеров, манипуляторов, систем жизнеобеспечения. Сонастройка полным ходом. По визуальному каналу одно за другим транслируется изображение. Компьютер отмечает ассоциативные ряды, а вблизи андроида наоборот. Убрали все приборы, чтобы не искажать действие магнитного манипулятора, встроенного в капсулу. Зато скан-очки технических специалистов пестрят картинками. Покровский прибавил зум и смог разглядеть лицо андроида. Точная копия миллиардера. Только выглядит посвежее. Конечно, Штайнберг пользовался последними достижениями регенеративной медицины и на свои 150 никак не тянул. Андроиду же не дашь больше 40. Подтянутый овал лица, черные густые волосы, радужка глаз вроде поярче. Даже мелкие мимические морщины воспроизвели по просьбе клиента. Не хотел выглядеть совсем юнцом. Пока ученый разрабатывал начинку, биотехнологи потрудились над внешностью андроидов. Синтетическая кожа на силиконовой подложке на вид, да и на ощупь, не отличалась от настоящей. По сути, на металлокаркас можно было нарастить любую псевдобиомассу. Вот надоест еще через 100 лет Штайнбергу видеть свое лицо в зеркале, пожалуйста. Несколько часов в лаборатории, новый имидж готов. Технология отработана еще в прошлом веке на имплантах. Искусственная кожа, искусственные кости, мышцы, сухожилия, глаза, волосы. Покровский продолжил список, создав искусственный мозг. Теперь из всего этого собрали андроида. Профессор снова вспомнил утренних митингующих. Что ж, на роль души могу предложить мощный аккумулятор. Самая сердцевина киборга. Процедура подходила к концу. Ученый решил не томить общественность долгим ожиданием и заодно перестраховался. Базовую структуру воссоздали еще вчера. Сегодня просто фаза сонастройки и дозапись последних воспоминаний. Следующий этап — глубокий сон для переноса подсознательного функционала нейронных сетей. Это завершающий цикл. Перенос закончится, пациент проснется. Проснувшись, Штайнберг тут же предпринял попытку вылезти из биоложа, фиксирующие ремни не пустили. Свет в блоке был приглушен. Не слышно переговоров специалистов, писка приборов, коммуникаторов. Покровский сидел рядом и, судя по всполохам цветных бликов на линзах, просматривал что-то через скан-очки. «Что-то пошло не так!» — прохрипел миллиардер. После сна голос сел, одеревеневшее тело не слушалось, нейроимплант не отзывался, установить связь с охраной не удавалось. «Покровский!» Профессор повернулся и грустно взглянул поверх очков. «Все так. Перенос завершен, эффективность 98,9%. Технология отработана. Что могло пойти не так?» «Почему я все еще здесь? В этом дряхлом теле?» — взвыл Штайнберг. «А где вы рассчитывали оказаться? Только не говорите, что хотели проснуться в теле андроида», — попросил ученый. «Да! Вы должны были меня перенести!» Получился бы крик, но голос сорвался на хрип на середине фразы. «Марк», — развел руками профессор, — «но мы уже с вами это обсуждали. Мы повторили конфигурацию вашего мозга в андроиде. Ваша личность воссоздана с максимальной точностью. Это все, что можно сделать.
«Меня перенести?» Начал Штайнберг и осекся, встретившись взглядом с ученым. «Вы что задумали? Мой нейроимплант не работает. Где связь? Кто купил вас? Отвечайте!» Покровский подождал, пока истерика закончится, и невозмутимо, словно читая нотацию нерадивому студенту, принялся объяснять. «Ну вот вы органический мозг. Что мы можем сделать с этим куском биомассы? Куда его нести? В череп к андроиду? Эта попытка была предпринята более 100 лет назад, и от нее отказались. Старение органики сводит все на нет. На заре этих исследований мы с вами обсуждали цифровое бессмертие. Можно воссоздать точную копию органического носителя. Я говорил, что по факту это действительно будете вы, поскольку личность будет скопирована идеально. Каждый, кто будет общаться с вами, тысячи тестов, никто и ничто не заметит разницы. Отличие будет только для вас самих, поскольку вы остаетесь в теле, потому что вы и есть тело. Помните, что вы тогда сказали?» Покровский вопросительно посмотрел на притихшего миллиардера, но ответа не дождался. «Хорошо, я напомню, у меня есть запись». Очки профессора снова замелькали картинками. «Вот, вы сказали, никакой непрерывности сознания все равно нет. Мы — это информация, память, и нет разницы, где она будет воссоздана, в органике или в цифровом носителе. Это все равно будем мы. Засыпаем и теряем непрерывность сознания, но не боимся умереть. Так почему же такой вопрос возникает при переносе сознания в андроида? Вспомнили теперь?» Штайнберг кивнул и тут же мотнул головой. Мы ошиблись. Сделали бездушное отродье. Давайте уничтожим, я все исправлю. Выпустите!» «Не получится. Исправлять нечего. Бездушное отродье только что прошло все тесты и подтвердило свою личность». Профессор сделал паузу. После чего одобрило уничтожение биологического тела. «Что? Как? Нет, нет, нет! Покровский, не вздумайте! Вам аукнется это точно! Это убийство, а не какое-то там уничтожение тела! Перед вами не просто тело!» Штайнберг снова попытался вырваться из плена фиксирующих ремней. «Я здесь! Я живой человек!» «Вы сами все устроили», — вздохнул профессор. «В контракте четко прописано. Одновременное существование двух идентичных личностей недопустимо. А я вам говорил тогда. Эх, Марк, лучше бы мы пошли по пути биологического бессмертия. Дались вам эти киборги. А что теперь?» «Точно!» — ухватился Штайнберг за соломинку. «Киборги — это пустышка. А я живой, Александр. Вы же не сможете меня убить, я с душой!» «Душа — это не по адресу», — возразил Покровский. «Это к тем психам, что под забором у нас кричат. А у нас тут наука, без всякой мистики». «Нет, вы не можете вот так. Это же я финансировал исследование. Мы столько всего вместе!» Профессор приложил указательный палец к губам и пристально посмотрел на пациента. Штайнберг замолчал. Обычно волевое лицо его приняло умоляющее выражение. Когда они еще обсуждали проект, Покровский знал, что этот момент настанет. И кроме банального «я же говорил», в голову ничего не шло. Ученый склонился над биоложем и тихо произнес: «Чтобы жить вечно, нужно умереть. Такова цена вашего кибербессмертия». Легкое нажатие на сенсорной панели и укол тонкой иглой, которого миллиардер даже не почувствовал, положили конец этому спору. Лицо Штайнберга, спонсора исследований, партнера и, странно признаться, друга, расслабилось и стало по-детски беззащитным. Система жизнеобеспечения зафиксировала смерть пациента. Лабораторный журнал. Дата 05.06.2223. Реакция после переноса идентична остальным испытуемым. Ожидание пробуждения в теле андроида, отрицание дееспособности киберкопии. До оцифровки пациент был ознакомлен с условием эксперимента и выразил полное согласие. Видимых повреждений мозга не обнаружено. Скорее всего, имеет место функциональное расстройство, связанное с применением магнитного поля. Требуется дальнейшее изучение. Покровский закончил запись, отключил коммуникатор и бросил последний взгляд на биоложе. «Да, умирать страшно всем. Что бы ни говорили, у нас получилось не бессмертие, а черт знает что». «Горите в аду, бессмертные ублюдки!»
кричало граффити на воротах DNA Technologies. Покровский отвернулся от ветрового стекла и откинулся на сиденье, дожидаясь, пока «Фалькон» минует ворота и войдет на стоянку. Столетия проходят, а люди не меняются. Память услужливо преподнесла ассоциацию с событиями почти двухвековой давности. Кто бы мог подумать, что он переживет всех, и даже войну между живыми и неживыми. Интересно, куда теперь приведет новый путь? Биологическое бессмертие. После того, как производство андроидов встало на поток, профессор выдвинул Штайнбергу ультиматум. Хочет заниматься биобессмертием и точка. С киборгами он закончил. «Да пожалуйста!» — махнул рукой Штайнберг-андроид и выделил ученому лабораторию. Продажа киборгов приносила огромные деньги, и новые исследования не слишком обременило миллиардера. Тогда Покровский удивился, с какой легкостью получил желаемое. Теперь он был почти уверен. Это входило в расчеты Штайнберга, которые, к несчастью, оправдались. Пока мир трясла киберлихорадка, ученый собрал группу и спокойно занимался исследованиями. На тот момент считалось, что старение органики не победить. Но у Покровского была своя гипотеза. Со всеми известными факторами, вызывающими старение, уже пытались справиться. Технологии защиты клеток от свободных радикалов, удлинение теломер, репарация поврежденного генома. Все это позволило продлить жизнь человека максимум до 150 лет. Да и то, подобные манипуляции могли себе позволить богачи, вроде того же Штайнберга. Средний класс доживал в лучшем случае до 100. То есть, по сути, значимого эффекта не наблюдалось. Поэтому искать ключ надо не во внешних воздействиях. Старение — механизм, запускающийся изнутри. И ученый нашел таки группу генов, включающих этот процесс, и окрестил синесцентными. Казалось бы, дело за малым. Подавить их экспрессию, и старость побеждена. К сожалению, когда играешь против природы или мироздания, все оказывается гораздо сложнее. Синесцентные гены также регулировали синтез половых гормонов. При их выключении гормональный баланс менялся так, что бессмертный становился бесплодным. Еще была загвоздка с рожавшими женщинами. У них при блокировании генов выходила из строя вся эндокринная система. Начинались нарушения обмена веществ, что приводило к быстрой смерти. Мать природа оказалась предусмотрительной. Она будто насмехалась. «Ну, что ты теперь будешь делать с таким бессмертием? Тебе не переиграть меня, глупый человечек. Отступись, пусть все и дальше идет по кругу». Отступиться профессор не успел. Грянула война с неживыми. Погибли все, кто работал с ним плечом к плечу. Ученый едва спас разработки, да и сам числился убитым. Дверца «Фалькона» отошла в сторону, и навигатор прервал размышления, сообщив о прибытии в пункт назначения. Ученый вышел из машины в просторный холл стоянки, слева, поджидая его, мигала красным колонна идентификатора. «Авторизация!» — произнес он в браслет-коммуникатор. Настройки защитного поля изменились, открывая частоту для сканирования. Идентификатор личности засек сигнал индивидуального модуля и пискнул, признавая своего. Александр Лоуренс, первый заместитель премьера по вопросам биологических технологий. Личный код 02. «Пожалуйста, проходите», — доложил компьютер. Вход по чипу — это привилегия членов правительства, связанная с безопасностью биоматериала. Остальные обязаны подтверждать свою личность через ДНК. После войны с неживыми с этим строго. Система специально была разработана, чтобы выявлять андроидов. Профессор представил, как он подносит палец к сенсору. Тонкая микроигла касается кожи, чтобы взять капельку крови, и... врубается сигнал тревоги по всему корпусу. Вот это был бы фокус. Покровский давно привык к новому имени и к новому лицу, полной противоположности прошлого образа. Вместо русых волос черные, глаза не серые, а карие, кожа на тон темнее. А что оставалось делать? Ведь автора цифрового бессмертия до сих пор проклинают по всему миру. Ученый вздохнул. Людям лишь бы найти виновного. Век от века ничего не меняется. Теперь у них новый герой — Александр Лоуренс, а на деле все тот же Покровский. Все-таки иногда судьба забавно шутит. Биологическое бессмертие стало новой надеждой для людей, которых едва не истребили собственные творения. Оно было тем фундаментом, на котором командор сопротивления Джеймс Морган выстроил государство. После окончания войны он стал бессменным лидером, провозгласив себя премьером нового правительства. Покровскому дали несколько лет на исследование после анонса разработок бессмертия в СМИ. Он собрал новую группу ученых, но им так и не удалось справиться с проблемой бесплодия.
Общество устало ждать и начало волноваться. Тогда Морган решил вопрос по-своему. Квоты на бессмертие выдали только избранным. Инженерам, военным, выдающимся ученым. Первыми, получившими бессмертие, были объявлены сам Александр и премьер. Еще одна политическая акция. Покровский ненавидел политику всеми фибрами души. Дали бы спокойно заниматься наукой, так нет. Минуя холл, он наконец добрался до лифта и выбрал на панели минус 15-й этаж. Исследовательский центр, совмещенный с бункером, хорошая традиция. Когда-то это спасло ему жизнь. Вместо Ле Бланк, заведующей лабораторией профессора, встретила ее заместитель Джулия Хорвиц. Как всегда, сама аккуратность. Светлые волосы собраны в пучок, медицинский костюм подчеркивает стройную фигуру, полное отсутствие косметики и украшений. Не дать не взять прилежная студентка первого курса, на лице ни морщинки. Джулия давно подтвердила свое право на бессмертие, и не скажешь, что ей уже под 50. Только старомодные скан-очки выдавали исследовательницу. «Джули, избавились бы вы от этих чудовищ!» — поморщился Покровский. Он украдкой коснулся коммуникатора и увеличил мощность защитного поля на 40%. Скан-очки — штука грубая, но действенная. Имплант 5-го поколения уже вышел. Отличная визуальная картинка. «Не могу, доктор. Привычка», — покачала головой девушка. «Знаете, именно привычки делают нас людьми. Что от нас останется, если их отобрать? Киборги Покровского?» «Вообще-то андроиды», — заметил ученый и чуть улыбнулся. Коллеги частенько поминали альтер-эго профессора не в самых лучших выражениях. Нет семьи, которая бы не хранила память о погибших в страшной войне с неживыми. «Пойдемте в переговорную», — попросила девушка. Ему показалось, или ее голос дрогнул. Точно волнуется. Значит, Ле Бланк опять с головой ушла в работу и заставила подчиненную встречать важную особу из правительства. А он еще над ее очками пошутил. Под цокот миниатюрных каблучков девушки они вошли в небольшую офис-переговорную. Дальше без сменной одежды нельзя. Сквозь бронестекло двери, ведущей в исследовательскую часть лаборатории, было видно светлый коридор, через который можно попасть в научные и медицинские блоки. Профессор вздохнул, отвернулся от манящего вида стерильных боксов и уселся в предложенное кресло. «Как продвигаются исследования?» Ученый решил завязать разговор, пока Ле Бланк не соизволит оторваться от работы. Минут 5-10 он подождет, коллега никогда не позволяла себе задерживаться дольше. «Увы». Девушка небрежным жестом смахнула со стола невидимую пылинку и уставилась себе под ноги. «Пока обыграть природу не получилось». «Есть предположение, когда получится?» — поинтересовался профессор. «Если это вообще возможно». Девушка бросила на стол скан-очки и потерла глаза. Профессор заметил, что они у нее красные и припухшие. Ле Бланк их сутками работать заставляет, что ли? Замотала девчонку. «Как же все-таки не кстати это бесплодие у бессмертных, когда нас так катастрофически мало после войны с неживыми. Проклятые киборги!» — пожаловалась Джулия, и голос ее снова дрогнул. Она судорожно вдохнула, набирая в грудь воздуха, и явно собиралась продолжить. «Знаете...» Сейчас снова про андроидов придется выслушивать, когда уже люди успокоятся. Лет через 100. Покровский улыбнулся и перебил собеседницу. «Ну, история древности знает и куда меньшие цифры. 500 миллионам вымирания точно не грозит. Оглядываясь на прошлое, мы считаем нормой десяток миллиардов, но по факту до войны с андроидами планета была перенаселена. Вы же не застали то время, не помните, во что превратилась Земля?» Джулия растерянно помотала головой. «Сейчас я вам расскажу из первых уст». Ученый ненадолго прервался и прижал руки к вискам, как будто память шевельнулась внутри черепной коробки и причинила ему дискомфорт. Города, накрытые противогазовыми куполами, в которых все равно невозможно дышать. Вырубленные леса, океаны с целыми континентами пластика. Мусора было столько, что не успевали перерабатывать. Прибавьте ко всему радиоактивное и химическое загрязнение. Власть имущих в основном интересовало только личное обогащение. Тех, кого еще не обессмертили в цифре. Разум людей был затуманен алчностью, стремлением урвать кусок покрупнее, а в нижних слоях общества проблема голода стала катастрофой. Биофермы уже не справлялись, в то время как одни меняли фальконы как перчатки, другие умирали от голода. Ограничение рождаемости, вполне логичная мера, вызвало первую массовую акцию протеста против андроидов, ведь их в правительстве был большой процент. Наверное, это был последний раз, когда они пытались изменить систему мирным способом. «И тогда решили уничтожить людей? Тех, кем они когда-то являлись?
Тех, кто дал им бессмертие?» — не выдержала девушка. «С точки зрения популяционной биологии, в этом нет ничего удивительного. Они осознали себя как новый вид. Причем вид, превосходящий человека, стоящий выше на лестнице эволюции. Их потребности для выживания были гораздо скромнее, чем у людей. При необходимости они могли создавать новые копии себя. Альтернативная, неорганическая форма жизни, почему бы и нет? По сути, мы создали искусственный интеллект. Отсутствие гормонального комплекса и химических реакций сделало недоступными для них глубокие эмоциональные переживания. Память и привязанности стерло время. Сколько нужно, чтобы перестать быть человеком? Годы, десятки лет. У них было достаточно времени и на подготовку к войне в том числе. Если бы ученые не разработали МКТ-излучение, мы бы сейчас с вами не разговаривали. «Правду говорят, что сотрудники лаборатории Покровского приложили к этому руку», — подала голос Джулия. «Вполне вероятно», — улыбнулся профессор. «Кому, как не создателям, знать механизм противодействия? Возможно, разработки велись параллельно с созданием андроидов. Я бы так и поступил. Но спросить теперь некого. На месте лаборатории до сих пор выжженный котлован. Говорят, они успели передать схемы по инфосети другим НИИ. Кстати, ваш руководитель, Магдалена Лебланк, в юности успела поработать на производстве МКТ-излучателей». Девушка вздрогнула и перевела взгляд куда-то за спину профессора, в сторону медблоков. Губы ее задрожали, лицо побледнело. У нее что, нервный срыв? Доработалась? Точно надо с Лебланк поговорить о трудовом режиме. «Джулия!» — позвал ученый. «Лебланк в коме». «Что?» — профессор не поверил своим ушам. «Простите, что вы сказали?» Она явно не в себе, такого быть не может. Он бы знал. Магдалена Лебланк ввела себя в искусственную кому. Сама запрограммировала медицинскую капсулу и легла туда. Голос девушки стал тверже, синие глаза пристально смотрели на собеседника. «Но почему? Когда это случилось? Почему мне не доложили?» Профессор поднялся с кресла. «Сядьте, прошу вас», — произнесла девушка. «Я сейчас вам все расскажу. Всего 2 минуты, и вы поймете, почему вас не вызвали сразу, хорошо?» Ученый кивнул и опустился в кресло. С ума сойти. Она оставила отчет о своем состоянии. У Магдалены был рак 4-й стадии. Непонятно, как она продержалась так долго и не выдала себя. «Я же ей говорил, что пора проходить репарацию. Сайленсеры — это хорошо, но повреждение генома никто не отменял», — воскликнул Покровский. «А она все не могла найти время. Тянула». «Подождите». Джулия поднесла руку к губам. «Это еще не все. У нее был рак всех тканей. Кости, мышцы, печень, мозг. Везде тератомы. Это из-за сайленсеров». «Что? Из-за подавления синцентных генов?» — возмутился Покровский. «Это смешно. 70 лет терапии, все нормально, а теперь вдруг...» Она написала обоснование в своем отчете. Вероятно, есть группа генов-антагонистов, которые работают только у эмбрионов, а потом выключается из-за действия синесцентных генов. Мы их заингибировали и тем самым убрали защиту. Конечно, был еще какой-то блокирующий механизм, но со временем он отказал. Пошли тератомы. Она даже эксперимент провела. На себе, — всхлипнула девушка. Отменила очередной прием сайленсеров и смогла затормозить рост опухолей, но не остановить. Она умирала и ввела исследование, собирала биоматериал. Понимала, что это очень важно, и вмешательство не позволит собрать чистые данные. «Жизнь на алтарь науки», — произнес профессор. «В каком она блоке? Я хочу ее видеть». «Она без сознания», — начала была девушка, но, встретившись взглядом с профессором, добавила. «В 9. Сейчас выдам вам санитарный костюм для посетителей». Джулия встала, подошла к лабораторному шкафу и извлекла оттуда комплект. Бахилы, маска и защитный комбинезон. «Вот», — она протянула профессору запаянный пакет. Покровский рванул тонкий целлофан, происходящее больше походило на дурной сон. Почти то же самое он испытал, когда андроиды начали истреблять людей. «Значит, все мы рискуем?» «Она была одной из первых, кто получил бессмертие. После вас 3-я». Джулия испуганно посмотрела на ученого. «Вы не заметили? Вы же проверяете свое состояние? Премьер?» «С нами пока все в норме», — поспешил успокоить ее Покровский. «Думаю, Лебланк повезло с генетикой. Или тут снова играет роль пол. Помните эту ситуацию с рожавшими женщинами? Тем не менее, мы в группе риска, хотя организмы у всех разные, сроки индивидуальны. Пойдемте».
Профессор надел санитарный комплект за минуту. Личный рекорд. Только сейчас это его мало волновало. По ярко освещенному коридору они дошли до 9-го блока. Ученый толкнул дверь. Там, в изолированной медицинской капсуле, действительно лежала Магдалена Лебланк. Рыжие волосы слегка взъерошены, черты бледного лица заострились, тонкие белые руки неподвижно покоились вдоль тела. Показания системы жизнеобеспечения находились на критическом уровне. Профессор поднес пальцы к переносице. Старая привычка осталась с тех пор, как он еще носил скан-очки. Но почему Лебланк не попросила о встрече? Ведь они были достаточно близки. Она одна из тех, кто знает. Чего она опасалась? Что он не даст ей умереть вот так? Таилась до последнего и легла в капсулу, оставив подробный отчет. Отличный план, коллега. Да уж, хуже не придумаешь. Такое действительно нельзя по инфоканалу передавать, как бы он ни был защищен. Поэтому я и дождалась вас, чтобы лично сказать. Вернее, Магдалена дождалась. Знала, что вы приедете за сайленсерами. Все случилось вчера вечером. Сейчас важно собрать максимальный объем данных по Лебланк, заключил ученый. Найти этот механизм во что бы то ни стало. Я каждые 3 часа отбираю материал для выделения тотальной РНК и на анализ протеома, отозвалась Джулия. Массив данных огромный, что-то должно обнаружиться. Хорошо, нужно продолжать. Но пусть теперь этим займутся коллеги. Я сейчас кину распоряжение в сеть научного центра. Вы теперь заведующая лабораторией. Переведите толковых людей из других проектов. Я даю на это полномочия. Ваше исследование будет в приоритете. Официальная версия? Покровский слегка помедлил. Генетическая мутация у Лебланк, которая привела к активации молчащей группы генов, что и вызвало тератомы. Почти правда. Про сайленсеры ни слова. «Конечно, я все сделаю», — кивнула девушка. «Естественно, это лишь предварительный план действий. Информация как снег на голову», — профессор вздохнул. «Нужно все обдумать. Завтра заеду во второй половине дня. Кстати, где отчет Лебланк?» «Я записала для вас на носитель». Девушка протянула профессору металлическую пластину. Руки ее дрожали. «Хорошо, а вам надо выспаться», — заметил профессор. «Биоматериал коллеги соберут. Завтра вы мне нужны со свежей головой». «Как тут спать, когда она там?» — начала была Джулия. «Значит, принять снотворное», — строго произнес профессор. «И еще партия сайленсеров для премьера готова?» «Да, конечно», — спохватилась девушка. «Вы ведь за ними и приехали. Только теперь непонятно, стоит ли...» «Джулия, мы в отличном состоянии», — заверил ее ученый. «Думаете, если из-за отмены сайленсеров у премьера начнется гиперстарение, будет лучше?» «Сейчас принесу. Надо спуститься в хранилище». Девушка выскользнула в коридор, аккуратно затворив за собой дверь. Профессор подошел к капсуле и положил руку на холодное стекло. «Как же так, Магдалена?» Через несколько минут вернулась Джулия с автономным криоконтейнером. Покровский взял у нее ношу. «Не провожайте меня», — отмахнулся он. «Я дорогу знаю, а у вас еще много работы. Встретимся завтра и ради бога. Выспитесь». Ученый уже покинул медблок, а Джулия все стояла перед капсулой. Магдалена, укрытая стеклянной полусферой, лежала абсолютно неподвижно. Почему-то вспомнились древние украшения с насекомым, бабочками, жучками, застывшими в капле янтаря. Они бы давно рассыпались в прах, но благодаря янтарю сохранились на столетия. Кто-то называл это бессмертием. Девушка подумала, что она тоже такая букашка, застывшая вне времени. Жизнь куда-то бежит, а ты не понимаешь, для чего все это. Цели, стремления, суета. Ведь внутри янтарного кокона ничего не меняется. Ты не можешь создать семью, потому что никогда не родишь детей. Ты не можешь отказаться от сайленсеров, потому что умрешь от гиперстарения. Ты не можешь отказаться от работы, потому что нечем будет платить за инъекции. Может, Магдалена просто хотела освободиться, разбить свой кокон и не упустила шанс? Покинув лабораторный корпус, Покровский задал Фалькону новый маршрут. Пока мобиль выезжал со стоянки, ученый коснулся коммуникатора и вызвал на сетчатку недельный график встреч. «Все летит к чертям, все планы. Биофабрика, пришлю отчет. Альтернативные источники, аналогично, пресс-конференция, да плевать.
Ученый убрал в лист ожидания все встречи, кроме вечерних. Эти отменить нельзя. Итак, есть несколько часов, чтобы просмотреть данные по Ле Бланк, подумать и подготовиться к разговору с премьером. Здание элитного комплекса «Ренессанс» высилось над побережьем бирюзовым шпилем. Одна из тех высоток, где у Покровского есть личная посадочная площадка на крыше. Это большой плюс, когда летишь по высокой выделенке для правительственного транспорта. Под фальконом ученого в 3 уровня сновали потоки мобилей. 2 нижних занимали простые смертные, а 3-й, самый безопасный, предназначался для бессмертных. Машин на нем было немного. После получения квоты люди старались не рисковать бесценной вечной жизнью. Многие переходили на удаленку или переезжали в жилой комплекс, аффилированный с рабочим зданием, чтобы совсем не выходить на улицу. Фалькон вошел в радиус действия сканеров. «Система безопасности Ренессанса. Подтвердите личность», — передал запрос бортовой компьютер. Профессор открыл частоту для сканирования. «Доброго дня, мистер Лоуренс», — послышалось в динамиках через пару секунд. «Ваша посадочная площадка готова». Еще бы она была не готова в собственном доме. Чуть сбросив скорость, Покровский переключился на ручное управление. Один из полукруглых куполов ракушек на крыше здания открылся, разъезжаясь в стороны. Фалькон на несколько секунд завис над оранжевым кругом и, используя воздушную подушку, мягко приземлился. Через несколько минут ученый уже расположился в рабочем кресле и вывел данные с носителя на голографическую панель. «Посмотрим, что ты расскажешь мне, коллега», — задумчиво произнес он и включил запись. «Лабораторный журнал. Дата 10.08.2343. 23:43, 10 августа. Пациентка Ле Бланк Магдалена, 2241 года рождения. Получила первую инъекцию в 32. За 3 года до точки невозврата. Итого 70 лет терапии. Ага. Высокий уровень П-53 месяц назад. Прошла виротерапию. Репарация генома, устранены незначительные точечные мутации. Повторная проверка, П-53 зашкаливает, появились другие онкомаркеры, сканирование обнаружило тератомы. После отмены сайленсеров рост тератом замедлился, и никаких признаков гиперстарения. Но победить рак окончательно Ле Бланк не удалось, значит, защитная система дублировалась. Найти бы за счет чего? Список предполагаемых генов. Неплохо, значит, есть с чего начать. Пару часов профессор изучал отчет и делал пометки. Затем он открыл еще одно окно и вышел в инфопоток и авторизировался в медицинской базе данных. «Кайл, мне нужны результаты обследования всех бессмертных с 2241 по 2251 годы рождения, а также их личные данные». «Идет сбор информации», — отозвался через динамик электронный помощник. «Проанализировать данные на предмет отклонения от нормы». «Задача в очереди на выполнение». Ученый встал и прошелся вдоль панорамного окна. Открывавшийся отсюда вид на морское побережье располагал к размышлениям. Подумав с минуту, Покровский снова коснулся коммуникатора. «Елена Болтовская. Звонок по защищенному каналу». «Соединение установлено», — сообщил Кайл. Глава диагностического сектора не отвечала почти минуту. Покровский хотел было сбросить вызов, но в клипсе наушника раздался взволнованный голос. «Добрый день, мистер Лоуренс. Простите, что заставила вас ждать. Сегодня большая загруженность». Елена говорила быстро, будто куда-то спешила. Интересно, что это такое случилось, что высокое руководство занято по уши? Неужели началось? Ну нет, ему бы сообщили. Хотя после сегодняшнего визита в лабораторию он уже ни в чем не уверен. «Бессмертные вам проходу не дают?» — шутя поинтересовался профессор. «Нет, что вы, с ними все в порядке», — отозвалась женщина. «А с чем тогда не в порядке? Или ему уже кажется? Ладно, достаточно на сегодня плохих новостей. Влезать еще и в это Покровскому не хотелось. Потом можно будет запросить отчет. Елена Алексеевна, нужно добавить в плановые анализы бессмертных некоторые параметры. Это необходимо для исследований по устранению бесплодия». «Неужели что-то нашли?» — женский голос оживился. «Нашли, да не то. И вообще, скорее оно само нас нашло». «Пока рано о чем-то говорить», — аккуратно ответил Покровский. «Я высылаю вам файл со списком». «Хорошо, мы обязательно все включим», — заверила Елена. «Спасибо.
До связи». Профессор сбросил вызов и взглянул на часы. Имплант проецировал таймер на сетчатку в левый верхний угол поля зрения. Очень удобно. Хотя некоторые все равно ухитрялись опаздывать. Чтобы не пополнить их число, нужно было собираться навстречу. Время, отведенное на размышления, вышло. «Мать природа, Покровский, 1-0», — прокомментировал ученый и свернул панель. «Но еще есть шанс отыграться». В Robots Industries профессор проложил маршрут вдоль побережья. Лавировать между чистоколом высоток ему надоело. Полумиллиарду людей в Австралии становилось тесновато, приходилось строить небоскребы. Но премьер не спешил вновь заселять выжженные войной континенты. И не только из-за того, что в одном месте сохранять контроль было легче. Восстановление биосферы планеты занимало не последнее место в планах Моргана. Вдалеке на темно-синей водной глади виднелся кислородный остров. Пористый кремний-органический носитель, заселенный сине-зелеными водорослями. На биоферме Уэлсли их производство поставлено на поток. А там вдали на горизонте можно разглядеть плавающие очистители. Когда-то давно, Покровский не застал тех времен, вода в океанах была бирюзовая. По прогнозам специалистов, еще через 100 лет, благодаря работе таких вот очистителей, цвет воды вернется. Продержаться бы. Профессор перестроился на нижний ряд и стал заходить на посадку. По статусу ему полагался водитель и охранник, но он предпочитал управлять мобилем в одиночку и носить личное оружие. Лишние уши были ни к чему. Снова чип идентификации и скоростной лифт. В этот раз не под землю, а на самый верх монолитной башни из стекла, пластика и бетона. В зале для переговоров ждали. Ученый поприветствовал легким кивком неприметного мужчину среднего роста. Марк Стайер, глава службы безопасности в сфере робототехники. Еще один прикормленный премьером бессмертный, в верности которого сомневаться не приходилось. «Кофе? Чай?» Безопасник коснулся коммуникатора. «Нет, спасибо». Покровский сел за круглый стол из темного стеклопластика и кивком указал собеседнику на кресло напротив. «Дело, по которому я пришел, не стоит доверять инфоканалам. А у вас тут отличная переговорная. Глушилки скана работают прекрасно». Марк кивнул, ожидая продолжения. «Рабочий цикл андроидов заканчивается. Скоро отправится корабль на Марс. Вы, конечно же, в курсе деталей?» Безопасник кивнул снова. «В этот раз нам нужно дополнительно запустить некоторое усовершенствованное производство. Информация на носителе». Профессор протянул руку с пластиной. «Здесь схемы для изготовления. Добавьте их к задачам андроидов нового цикла. Через 10 лет заберете груз в отдельном контейнере». Покровский немного помедлил и решил, что демонстрация доверия не помешает. «Там разработки нового автономного источника энергии. Проект засекречен и не должен попасть в чужие руки». «Хорошо, я понял». Колючий взгляд темных глаз на мгновение впился в ученого. «Задание будет выполнено с усиленными мерами безопасности». «Да», — Покровский поднялся, — «скиньте мне отчет, как идут приготовления к отбытию. Без упоминания новой разработки. Естественно». Получив еще один кивок, ученый попрощался и направился к выходу. Что ж, проект оправдал свое существование. Покровский признался себе, что был неправ по 2 пунктам. Первое, что мятежные андроиды не пригодятся. Второе, что перенести на Марс тяжелое производство не удастся. Конечно, там были месторождения как металлов, так и энергоносителей, но производить батареи всех типов, энергоблоки и более сложные механизмы, вроде фальконов, это казалось слишком. Итак, осталась только одна встреча. Самое важное. В этот раз Покровский направил фалькон к центру Нового Сиэтла и набрал высоту. В здании правления у него тоже была личная посадочная площадка на крыше. Приземлившись на черную пробковую поверхность, ученый вышел из мобиля и подставил лицо теплому вечернему ветру. Датчики зарегистрировали 19,5% кислорода. Поднимается потихоньку. Не зря Морган старается. Солнце стремилось к горизонту. Еще немного, и зеркальные шпили высоток окрасятся в закатные тона. Можно было бы еще постоять здесь, но заставлять премьера ждать — не лучшее решение. Как оказалось, томиться ожиданием пришлось самому Покровскому. «Проходите, мистер Лоуренс», — одетый в легкую броню охранник проводил ученого в переговорную. «Премьер задерживается на важной встрече. Если что-то понадобится, служебная частота открыта». «Спасибо, Майкл», — кивнул профессор.
Вторая переговорная. Морган знал, что она нравится ученому больше остальных. Высокие потолки, темные тона мебели и прозрачная стена, через которую открывался вид на побережье. Покровский подошел вплотную к бронестеклу и уставился на море. Гладкое, спокойное, теплое, уже готовое принять в себя огненный шар солнца. Когда-то в древности здесь жили аборигены, каждый вечер благодарили море за дары и наблюдали вот так закат. Может, действительно взять и все бросить к чертовой матери? И пусть будет как было. До всей этой каши с бессмертием люди жили гораздо счастливее, и без прогресса, возможно, тоже. Может, несколько десятков лет, проведенных в простом труде рядом с родичами, вечерние посиделки у костра всем племенем были ценнее длинной жизни, превратившейся в гонку за комфортом и материальными благами, высшее из которых теперь бессмертие. Но если все бросить, какой смысл в его жизни, какова цель? Покровский не знал. Тогда почему просто не пытаться, не идти дальше, вперед? Все равно природа в свое время расставит точки над «и». Даже если снова все обернется поражением, жизнь продолжит существовать. Может, не в той форме, за которую они так усердно борются. Бессмертие индивида ставит под угрозу выживание всего вида. Такой вот парадокс, пробормотал ученый. Природа щедра на парадоксы. Когда на улице совсем стемнело, Покровский плюхнулся в кресло и активировал ТВ-стену. По федеральному каналу снова крутили интервью с Мадонной Миракл. «Вы понимаете, это такое счастье для женщины. Иметь семью, быть любимой», — вещала миниатюрная блондинка в голубом комбинезоне. «Быть матерью — это бесценно. А мой муж недавно получил статус бессмертного. Он позаботится обо мне и о наших детях». Классическая семья сливок общества. Бессмертный муж и смертная жена с кучей детей. Это они сделали социум таким. Квоты давали в первую очередь мужчинам. Заявки многодетных отцов рассматривали быстрее. Общество с чудовищным неравенством полов, но лучше ничего придумать не удалось. Когда у людей есть надежда, они могут подождать, потерпеть. Тем более новые бессмертные поддерживают правительство, и низшими слоями управлять стало легче. Бессмертный консультант по СМИ придумал это социальное шоу с Мадонной. А благодаря технологиям регенеративной медицины она минимум лет 50 будет оставаться молодой и цветущей внешне. Что собирался сделать к этому времени премьер, неизвестно. Может закрутить гайки еще сильнее. Интересно, вернемся ли мы к рабовладельческому строю? Подумал про себя Покровский и сам удивился, куда его завела логическая цепочка мыслей. «Здравствуйте, Александр!» Джеймс Морган вошел быстрым шагом делового человека, поднял руку в приветственном жесте, улыбнулся и добавил уже по коммуникатору. «Анна, 2 кофе, пожалуйста». Покровский поморщился. Снова придется выливать любимый напиток. Надо же, это его еще заботит. Удивительно, время стирает мелкие привычки медленнее всего. В первую очередь уходят почему-то идеалы, моральные принципы, привязанности. Вот почему Джулия не расстается со своими скан-очками, но ничего, значит и он еще живой. Кофе. Иван говорит, удалось выйти на крупную лабораторию по производству левых сайленсеров. Морган взмахом руки отключил ТВ-стену и уселся в кресло напротив. «Правда?» — оживился ученый. «Жаль, она не единственная. Товар пользуется спросом. Похоже, наши предупреждения по федеральным каналам люди игнорируют». «Ну, вы как вчера родились», — рассмеялся Морган. «Кто же верит правительству? А первые смерти, кстати, уже начались. Отдел диагностики завален работой. Иван встречался сегодня с Болтовской. Решили не пользоваться инфоканалами во избежание утечки. В СМИ пока не решили, под каким соусом подать информацию. Чтобы доказать обществу, что эти люди умирают от некачественной подделки, а не правительство зачищает неугодных? Действительно, задача не из простых, усмехнулся ученый. Может устроить признание, а потом показательные казни, предложил премьер. «Дремучее средневековье!» — всплеснул руками профессор и, поймав улыбку на лице собеседника, уже спокойно заметил. «Вообще-то мне нужны подопытные для нового проекта». «Какого проекта?» — веселый тон премьера сразу улетучился. «Не припомню, чтобы мы обсуждали новые исследования». А вот и момент истины. Понятно, почему Джулия так мялась. Огорошить руководство такой новостью задача не из приятных.
Сам только сегодня узнал. Мои сотрудники тоже решили не доверять инфоканалам. Зачем только мы тратим столько денег на цифровую безопасность? «Береженого Бог бережет», — заметил Морган. «Так что там?» «Сайленсеры вызвали рак у Ле Бланк. Она в коме». Секундная заминка, пристальный взгляд серых глаз, плотно сжатые тонкие губы. «Продолжайте», — потребовал премьер. «Возможно, такая участь ожидает и остальных бессмертных. Я сделал запрос в базу. Наши клиенты следят за здоровьем и регулярно сдают тесты. Первичный анализ с помощью компьютера не выдал никаких отклонений. Пока они все отлично себя чувствуют». «Вы уверены, что у Лебланк все началось из-за сайленсеров?» — поднял бровь премьер. «Да, я читал ее отчет. Конечно, когда речь идет о генах, сложно быть в чем-то уверенным до конца. Мы тоже не ожидали таких последствий. Столько лет прошло». «Кто знает о ситуации?» — спросил Морган. «Джулия, ее правая рука, больше пока никто. Я ее успокоил, сказал, что мы с вами себя отлично чувствуем», — развел руками профессор. Дал ей полномочия руководителя и распорядился собрать группу. Рабочая версия — мутация у Ле Бланк. «И каковы ваши прогнозы?» Морган закинул ногу на ногу и забарабанил пальцами по столу. Ле Бланк была в числе первых, кто получил бессмертие. Самое худшее, через некоторое время, несколько месяцев или в пределах года, бессмертные начнут умирать пачками, а мы ничего не успеем сделать. Лично я склоняюсь ко второму варианту. У Ле Бланк действительно была предрасположенность или генетический дефект. Но это не значит, что у остальных со временем не начнутся проблемы. Однако при таком положении вещей у нас гораздо больше времени, чтобы найти механизмы решения. И тут есть неплохие возможности. Я предполагаю, что те гены, которые вызывают рак, и сенесцентные, можно удержать в балансе. Тогда, возможно, мы решим проблему бесплодия». Морган какое-то время молчал, устремив взгляд в стену. Наконец, его пальцы перестали отстукивать ритм по гладкой поверхности стола, а профессору достался оценивающий взгляд. «Док, вы меня поражаете. Провал и блестящие перспективы в одном флаконе?» «Это уж как повезет». «Ну что ж, собирайте группу подопытных, исследователей, привлекайте всех, кого сочтете нужным. У вас достаточно полномочий для этого». «Если среди задержанных завтра окажутся бессмертные, это будет большой удачей. Время так поджимает, нам даже некогда ставить эксперименты на животных», — пожаловался профессор. «Нужно сразу искать механизм у людей». «Насчет бессмертных сильно сомневаюсь. Я бы на их месте не стал так рисковать, хотя люди часто нелогичны. Все, кого поймаем, ваши». Морган сощурился. «Но несмотря на тотальную занятость, у меня для вас есть дело. Поручите кому-то из своих». Профессор наклонил голову. «Безопасники взломали базу торговцев поддельными сайленсерами. Теперь у нас есть данные покупателей. Мы найдем пациентов и окажем помощь. Все будет широко освещаться СМИ по инфопотоку. Ужасные рассказы о приближающихся симптомах, признание, раскаяние». «Да? А как мы их вылечим?» — поинтересовался Покровский. «У них же весь геном перекорежен». «А я и не прошу никого спасать. Тогда все подряд пойдут за подделкой, а потом к вам на исцеление. А вот с облегчением страданий придумайте что-нибудь. Может, такие пациенты вам тоже пригодятся». «Как там?» — премьер поморщился, вспоминая. «Случайности двигают науку». Морган помолчал, что-то обдумывая, и добавил. «Дай бог, чтобы с Лебланк был как раз такой случай». «Кстати, о религии», — Покровский вспомнил утренний инцидент. «Сегодня я видел граффити на воротах. В каком состоянии наш культ смертных?» «С Божьей помощью», — ответил премьер, — «дела налаживаются. Если все так пойдет, то лет через 50 мы будем иметь несколько тысяч адептов, не испорченных вашими инъекциями, что в свете последних событий очень актуально. А граффити — это плохо. Экстремизм нам ни к чему. Надо сказать Кальману, чтобы взял на вооружение какую-нибудь древневосточную философию». «Мы собирались сделать его бессмертным?» — уточнил профессор. «Естественно», — кивнул премьер. «И сделаем. Время еще есть». «Сколько ему? 32? Я бы сказал, на пределе». «Ладно. Пусть ваши ребята им займутся.
Конфиденциально, конечно. Будет большой скандал, если вскроется». «Само собой», — Покровский покачал головой. «Нам бы другого скандала избежать». «Да. Возможно, в будущем этот проект позволит сохранить нам человечество как вид. А вы все религии ругаете. Религия — вещь крайне полезная для правительства. При правильном применении, конечно». «Главное, чтобы в итоге мы не получили сумасшедших фанатиков. Войны с неживыми мне вот так хватило». Покровский поднес ладонь к горлу. Коммуникатор в браслете премьера запищал, и тот взмахнул рукой с поднятым вверх большим пальцем. Дверь, повинуясь команде, отъехала в сторону. На пороге возникла стройная девушка в деловом костюме. Одной рукой она держала поднос с 2 фарфоровыми чашечками. Вторая рука оставалась свободной и непринужденно лежала на тонкой талии, рядом с закрепленным на ремне пульсаром последней модели. Секретарша, она же телохранитель класса А, кокетливо прищурилась, поставив перед Морганом миниатюрную чашечку. Стоило признать, что в безупречно сидящем черном костюме худощавый, светловолосый Морган смотрелся весьма привлекательно. По ученому девушка лишь скользнула взглядом. Еще одна бессмертная. Как только дверь за девушкой закрылась, Покровский выдрузил на стол криоконтейнер. «На десерт инъекции сайленсеров для вашего бессмертия». «Замечательно. А что, уже пора?» Премьер поднес коммуникатор к боксу, и тот удовлетворенно пискнул. Передняя стенка отщелкнулась, открывая шприц, заряженный 3 микроампулами. «Безумных денег стоит. Даже жалко». 3 тихих щелчка. Морган разрядил шприц в чашку с горячим кофе, взболтал и вопросительно посмотрел на ученого. «Разложились уже?» «При такой температуре? Мгновенно», — вынес вердикт профессор. «Ни один анализатор не найдет». Морган направился к утилизатору, стоящему в углу, захватив по дороге чашку Покровского. Послышался всплеск. «Двойное кощунство», — поморщился Покровский. «Что делать? Конспирация», — пожал плечами премьер. Он снова сел напротив и заговорщически посмотрел на ученого. «Как там заказ на усовершенствованные батареи для нас?» «Сегодня встретился с Марком. Передал информацию, он все сделает». Покровский нахмурился, будто вспомнил что-то неприятное. «Что? И здесь что-то не так?» Взгляд премьера сразу стал внимательным, острым. «Да нет, все прошло хорошо, просто...» Профессор замялся. «Просто все-таки это чудовищно, обнулять их вот так каждые 10 лет». «Что за сентиментальность? Эта болезнь Лебланк на вас так подействовала? Ну давайте дадим этим андроидам возможность помнить и развиваться». В голосе премьера послышались нотки сарказма. «Чтобы они лет через 30 уничтожили нас ударом с Марса. Ресурсы для этого у них есть. Это ведь ваша теория. У них было время осознать себя как новый вид. Они начали борьбу за среду обитания». «Да», — улыбнулся Покровский. «А где гарантии, что мы с вами вдруг не решим истребить человечество?» «Вот». Премьер задумчиво поднес руку к колбу. «Мне сегодня как раз приходила мысль. Не проще ли было уничтожить глупых, жадных людишек, чем играть в шахматы с природой, с этим вашим биобессмертием? Заберем наших братьев в цифре с Марса. Отлично заживем». «Шутите?» — сощурил глаза ученый. «Конечно. Никуда мы с вами от этого человечника не денемся. У нас есть цель, связанная с людьми. Исчезни они как вид. Что останется от смысла жизни?» Премьер встал и подошел к стене из бронестекла. Там внизу пульсировал яркими огнями ночной город. «Вы, Покровский, прирожденный исследователь. Ваша цель — найти это пресловутое бессмертие, разгадать генетический код, обыграть природу. Без таких вот загадок жить вам неинтересно». «А вам?» «А мне надо много-много людей, чтобы играть в цивилизацию», — улыбнулся премьер. «Управлять судьбами? Решать за других?» Покровский тихо подошел к стене и встал рядом. «Все никак не можешь простить то, что я все-таки перенес твое сознание в андроида?» Морган повернулся и заглянул ученому в глаза. «Ну и как бы ты тогда продолжил свое исследование по бессмертию?» «Ничего ты не перенес. Они оба умерли. И Покровский, и Штайнберг», — покачал головой профессор. «Мы всего лишь копии». «И снова наш старый спор», — развел руками премьер. «Что мы есть? Память, информация,
Совокупность привычек, моральных установок, стремлений — и все это...» Морган постучал пальцем по лбу. «Здесь. Это и есть мы». «Знаешь», — заметил Покровский, — «твой биооригинал так не считал. Особенно, когда ты отдал приказ о его уничтожении. Мне. И вот за это я тебя не прощу». «Я подожду», — улыбнулся Штайнберг. «У нас впереди уйма времени». «Не так уж много», — отозвался профессор. «И поэтому я хочу сделать то же самое. У Ле Бланк имплант 5-го поколения. Конфигурация мозга записана». «Покровский, вы меня поражаете». Светлые брови Штайнберга-Моргана взлетели вверх. «Она поймет, я уверен. Мне нужны специалисты такого уровня». Профессор пристально посмотрел на собеседника и добавил. «Я хочу успеть до того, как наши бессмертные начнут падать замертво». «Ну, если что, возьмем ее с собой на Марс». «Это значит да?» «Под вашу ответственность», — уточнил премьер. «Хотя какая тут ответственность, если все снова вот-вот запылает синим пламенем?» «Завтра пресс-конференция», — начал было ученый. «Идите работайте», — отмахнулся Морган. «Спасайте наших бессмертных. Без вас обойдемся». «Спасибо», — пробубнил Покровский, выходя. Уже миновав бронедвери, профессор подумал, что в конце концов именно усовершенствованный мозг андроида помог ему найти способ сделать живое бессмертным. Может, в этот раз удастся довести дело до конца? Конечно, без Штайнберга ничего бы не получилось. Ни в тот раз, ни в этот. Кому бы вздумалось проверять на модификации премьера и его правую руку? Покровский подошел к Фалькону, припаркованному на крыше, и задержался, наблюдая за огнями ночного города. Ле Бланк. Кажется, он понял, почему она так поступила. Жизнь — это тонкая грань между тленом распада и алчностью раковой опухоли, не рассчитанная на долгий баланс. Штайнберг прав. Идти по ней бесконечно долго можно, но только если тебя ведет цель. Нет ничего страшнее, чем потерять ее и остаться без пути, не имея причин жить дальше. Это еще предстоит понять. Новым, бессмертным.